Обида в семье. Мы с мужем утонули в обидах друг к другу. Он вечно обиженный на меня и ходит, это показывает, недовольный. И я вечно обиженная на него. И вот мы как будто сели с ним вдвоем в огромную лужу из обид и просто утонули в ней, как в болоте. Не можем сами из этого выбраться. Очень часто такая проблема есть в отношениях. Я вам сейчас рассказала не свою проблему, хотя мне это тоже знакомо в прошлом, но мы с мужем успешно с этим справились. Я вам сейчас рассказала проблему, которая есть в огромном количестве семей. Если эта проблема есть и в вашей семье, не расстраивайтесь. Во-первых, вы в этом не одиноки однозначно. Во-вторых, это можно решить. И в этом видео я обязательно расскажу вам, что же делать в такой ситуации. Я психолог Наталья Корнеева. Вы на моем канале, который посвящен теме отношений. Пожалуйста, подписывайтесь, если вам эта тема важна, и поставьте лайк этому видео. Первым делом я хочу, чтобы вы обязательно поняли в самом начале, почему же нужно решать эту проблему, почему нельзя пускать эти обиды на самотек. Обида — это такая штука, она как заноза, она сама никуда не девается. Конечно, не каждая обида. Если вы только начинаете отношения, и у вас какая-то обида одна застряла внутри, и вы не поговорили о том, что произошло, вы не услышали от человека, на которого вы обиделись, от вашего мужа, например, да, извинений, то, знаете, если это одна, ну потом еще, ладно, вторая, а после все-таки он в каких-то ситуациях, когда вы чувствовали обиду, извинялся и шел вам навстречу, то да, предыдущие там одна-две, они могут как-то рассосаться сами. Но когда этот процесс становится хроническим, раз за разом повторяется одно и то же, то такие занозы обиды уже никуда не деваются сами по себе. А дальше эти занозы обиды провоцируют в вас желание отдаляться от вашего партнера. Вам не хочется его обнимать, вам не хочется говорить ему теплые приятные слова, потому что реально, как заноза, эта обида сидит внутри вас. И никуда она сама не денется. Вы же бессознательно продолжаете ждать, что человек признает, в чем он был неправ, в чем он вас обидел, извинится или хотя бы просто скажет: ты знаешь, а я не знал, что для тебя, там, например, это так важно. Слушай, извини, я не хотел тебя обидеть. Это не значит: извини, я бы сделал по-другому, если бы мы все вернули назад, отмотали бы это время назад. Это значит просто: извини, я не хотел тебя обидеть. Таким образом, через вот это простое «извини» мы снова чувствуем, что человек нас любит, нами дорожит, а это не услышано. И получается, что вы живете дальше с этим ожиданием. Но когда же он признает, что он все еще любит и дорожит меня, и не хочет меня обижать? И тогда, возможно, появится хотя бы надежда, что он перестанет делать то, что вас обижает. Именно поэтому так важно давать обиде разрешение. Что такое разрешение? Ну, как бы решение, да, вот есть уравнение, мы нашли его решение, мы решили этот пример. Решением здесь будет исключительно открытый разговор, когда вы можете честно, прямо сказать о том, на что вы обижены, что вас обижает, что не так для вас. И человек, на которого вы обижены, ваш муж, например, слушает это и признает, он не отрицает, он не начинает говорить, что с вами что-то не так, что вы не правы, что это все глупости. Он дает этому место. Это что-то вроде: да, вот с тобой это сейчас происходит, я это признаю, это есть, я принимаю тебя в этот момент такой, какая ты есть, с твоими чувствами. Это необходимо для того, чтобы обида перестала быть занозой и реально рассосалась, чтобы это чувство прошло через вас и больше не мешало вам быть в отношениях с тем, кого вы любите или любили раньше и хотите любить дальше. Как прийти к этому разговору? Вроде бы разговор этот начать несложно. Ну, просто берете и говорите: слушай, вот было так и так, ты знаешь, мне обидно, что так произошло, мне неприятно то и то. Но здесь случается проблема. Почему люди не идут в эти разговоры дальше? Потому что ваш партнер начинает это все обесценивать. Ты говоришь ерунду, тебе показалось, это все глупости, ты себя накручиваешь. Я не был неправ, нет, это ты не права. Вам знакомы такие слова? И в этот момент хочется просто какую-то стену из кирпичей построить между собой и партнером и отдалиться от него, потому что дальше не хватает навыка. А как же дальше говорить о том, что не, дорогой, подожди, мне не показалось. Может быть, какие-то действия мне и могли бы показаться, но вот чувства, которые я чувствую, они не кажутся, они есть на самом деле. Здесь нужен действительно навык. А откуда взяться этому навыку, если в детстве вы не слышали пример между вашими папой и мамой таких разговоров? Вот прямо сейчас вспомните, если это вам тема актуальна. А в вашем детстве у вас есть пример, где папа и мама говорили бы открыто друг другу о своих обидах,
признавали бы право другого на чувство, обиду и извинялись бы друг перед другом. Я уверена на 100%, что если в вашем детстве есть такой опыт, то и когда вы сейчас взрослый или взрослая, у вас не составило бы трудности вести такой разговор. Даже если бы вы столкнулись с этим отрицанием ваших чувств, когда ваш партнер вам говорит, да что все это глупости. Нету этого опыта. Где его взять? Это как в школу. Если бы вы не ходили в школу или кто-то дома вас не учил бы читать и писать, то, наверное, вы бы сами из ниоткуда этому не научились. Этому нужно научиться. Прямо вот взять и научиться, какими словами говорить дальше, как разговаривать открыто о том неприятном, что вы чувствуете, с человеком, с которым вы находитесь в отношениях. К сожалению, я не научу вас этому сейчас в коротком видео на YouTube-канале. На YouTube-канале я могу рассказать вам о том, как устроены проблемы, дать какие-то подсказки, но я не смогу вас здесь в открытом доступе видео научить читать и писать, грубо говоря, научить навыку построения отношений. Потому что помимо формул, как именно составить эти предложения, что именно сказать, какими словами, нужно еще знать и понимать, как вообще устроены отношения. И кто в отношениях за что отвечает. За что отвечаю я перед моим партнером, за что отвечает он. Всему этому я учу на своем курсе. Курс, конечно же, платный, как и любая работа психолога. Но первая ступень моего курса открыта для вас совершенно бесплатно, прямо сейчас. Там я рассказываю про 19 самых распространенных ошибок в отношениях. Если вы еще не прошли эту первую ступень, пока она бесплатна, обязательно пройдите, потому что эта возможность не навсегда. Внизу есть ссылка. Пройдите первую ступень. Узнайте, какие ошибки вы совершаете. Продиагностируйте сами ваши отношения, что в них происходит не так. Если ваш партнер согласен слушать какую-то информацию про отношения, обязательно дайте ему тоже посмотреть. Вам будет что обсудить вместе. Ссылка внизу. Пожалуйста, уделяйте внимание вашим отношениям. Пожалуйста, не будьте как наивный ребенок, который верит, что проблемы испарятся сами куда-то со временем. Обиды будут только копиться и копиться, все больше занос из обид застревать в вашем сердце, и от этого будет все больнее. От этого никуда не уйдешь. Нужно научиться открыто разговаривать с партнером о тех проблемах, которые есть внутри ваших отношений.